Привет, банда! Если ты еще не подписался на канал, то подпишись на него и станешь членом этой банды. Когда я открывал этот канал, я думал, что я буду тут публиковать разные видео для начинающих художников, дизайнеров, которые не знают, с чего начать. И сегодня мы будем говорить о Behance, о том, как он работает и с чем его едят. Поэтому поехали! Behance – это большая социальная медиаплатформа, которая принадлежит компании Adobe. И на самом деле Adobe очень многое делает для этой платформы, потому что это один из ключевых продуктов этой компании. По сути, на этой платформе публикуются все крупные и крутые портфолио художников, дизайнеров, архитекторов. Иногда можно найти там интересных фотографов и операторов. Но помимо этого, эту платформу можно использовать как социальную сеть. Там можно знакомиться, общаться и найти, допустим, себе вакансию мечты. К сожалению, в России эта платформа не так сильно развита, но если сравнивать с тем, что было, когда я пришел в Behance, разница, конечно, налицо. Behance развивается в России. Одним словом, для творческого человека это очень полезный сайт, потому что вы мало того, что там можете хранить свои наработки и хранить свое портфолио, вы еще там можете вдохновляться и развивать свой какой-то скилл. Для меня Behance открыл очень много дверей, потому что я нарисовал через него очень много проектов и познакомился с многими крутыми ребятами. Перед тем, как начать снимать это видео, я подумал, что стоит залезть в историю моих переписок на Behance и поискать какое-то интересное знакомство. Я открываю ленту с диалогами, листаю почти до самого низа и смотрю, знакомая аватарка есть. Я не понимаю, где я ее видел. Тут до меня доходит, что это тот самый иллюстратор, на которого я уже много лет подписан в Инстаграме и работы которого меня очень сильно вдохновляют. Зовут его Вивиан Бертин, и он из Парижа. И тут я понимаю, что он мне, оказывается, писал в 2016 году, говорил мне вещи кое-какие. Тут до меня доходит, что я не ответил ему. Как так произошло? Просто одно из крутых знакомств пролетело мимо меня, а я этого даже не заметил. Поэтому мой вам совет. Обязательно общайтесь на Behance. Мне кажется, что это один из главных секретов того, как стать успешным на этой платформе. Потому что надо Behance использовать именно как социальную сеть. Вы, конечно, можете публиковать постоянно свои проекты в ленте, но поверьте мне, из-за того потока, который обрушивается на Behance за сутки, ваша работа просто потеряется в массе и никто этого не заметит. Поэтому единственный способ как-то рекомендовать свои проекты – это через знакомство. Зарегистрировался я на этой платформе в 2014 году, и тогда я еще не планировал публиковать никаких своих портфолио. Behance был полностью на английском языке, и я туда пришел по большей части знакомиться и вдохновляться с какими-то крутыми дизайнерскими проектами, которые публикуют во всем мире. Тогда я поступил на первый курс в универе на графический дизайн, и эта платформа мне очень сильно помогала и развивала мою насмотренность. Потом я попробовал опубликовать свое первое портфолио, и там уж понеслась. Портфолио в Behance представляет из себя подборку медиафайлов, которые связаны каким-то единым проектом. И там были какие-то эскизы, какие-то процессы рисования, фотографии, мокапы. И поверьте мне, это был еще тот первый блин, который полетел комом. Потом я начал публиковать еще больше разных проектов, и потом я задумался над тем, что надо как-то все объединить, чтобы была какая-то связующая идея и тема моих работ, чтобы формировался какой-то стиль. А то у меня был и дизайн, и иллюстрации, и немного фотографий было.
И в итоге я решил все удалить. Я удалил все и начал с чистого листа. А в 2018 году я опубликовал первый полноценный такой проект по иллюстрации. И это была подборка иллюстраций за год. Не скажу, что это был крутой проект, но это был, пожалуй, первый нормальный проект, от которого стоило уже как-то развиваться. С чего-то все равно надо начинать. И поверьте мне, лучше начать, чем сидеть и ждать какого-то момента, там, думать, гадать, ждать триумфа своего, подбирать какой-то идеальный проект. Лучше публиковать то, что вы сделали, и как-то не запариваться, чтобы был виден ваш прогресс и развитие вашего скилла. Из сторонних проектов, которые у меня сейчас есть в Behance, это проект по заказу от редакции «Батенька, да вы трансформер». Они нашли меня в Behance. Это был материал по революции в Мозамбике. Я очень сильно обрадовался этому, потому что я уже давно хотел поработать с редакциями и порисовать иллюстрации к каким-то текстовым материалам. В этом проекте я не публиковал какие-то эскизы и процессы, я опубликовал описание к проекту и опубликовал иллюстрации, которые я нарисовал. Потому что в какой-то момент я заметил, что те проекты, которые я публикую с эскизами своих иллюстраций, они набирают самое меньшее количество откликов. Может быть, потому что лень рассматривать, может, еще какие-то причины. Поэтому я решил во всех проектах, которые публикую, не вносить излишние такие материалы. А потом, когда я нарисовал им этот проект и начал формировать его у себя в портфолио, через небольшое время они снова со мной связались и предложили еще один заказ по текстовому материалу про скаутов. И я, конечно же, согласился и отложил свой проект на Behance, чтобы его потом дополнить еще одной подборкой иллюстраций. Единственное, с этим заказом произошла небольшая проблема. На втором заказе они просрочили мне оплату выполненной работы и вообще пропали со связи. Но, к счастью, все разрешилось. Просто я не понимаю, почему нельзя было сразу сказать, что «Вань, бабла нет, мы все спустили на мармеладных мишек». Я бы ведь понял их. Еще в моем портфолио есть проект с черно-белой графикой. Черно-белой, которую я рисовал на 4-этажной лестнице в арт-резиденции «Двойка». Это достаточно прикольный проект тем, что была сложная ситуация реализации моей задумки. Была лестница в здании в стиле постконструктивизма и примерная концепция того, что я должен был нарисовать. И я решил, что стоит ограничить себя в количестве цветов и показать растениями всю идею и философию того, к чему должно стремиться это арт-пространство. В общем, не буду много рассказывать об этом проекте, давайте я его лучше покажу. В общем, ссылку на мое портфолио я все так же оставляю в описаниях, поэтому вы можете познакомиться с моими проектами поближе.
Если после этого видео у вас еще остались вопросы, то спрашивайте меня в комментариях, я обязательно на них отвечу. И если у вас есть идеи для следующих видео в таком формате, то опять же оставляйте все под этим видео. И надеюсь, что следующее видео, влог, не знаю, как это назвать, мы выпустим достаточно близко. Я умею танцевать. А вы? А вы умеете танцевать? Танцевать. Танцевать.